Я могу проснуться в 5-6 утра, за 4 часа нарисовать спину, и мы там в 11-12 утра это начнем делать. Вот я такой волшебный, я делаю там отпечатки котов. Кто у тебя забивается? Все разные совершенно люди. Они погружаются, немножко узнают меня, мой мир, мой образ жизни, моя точка зрения. Смен ногов я не делаю. Почему? Боюсь. Пик, он где-то вот в районе нас сейчас, плюс-минус пик, золотая эра, так скажем. Что тебя подвигло вообще открыть свою студию? Во-первых, у меня есть определенное понимание, как должен себя ощущать клиент. И я пытаюсь его этим всем окружить заботой максимальной и комфортом во время татуирования. Ребят, всем привет! Снова канал Ink с вами. Сегодня мы находимся в Москве, в студии Танто, у самого великого лесника всей Руси, у мастера японской татуировки, у Макса Титаника. Привет, Макс! Здорово! Спасибо, что уделил нам время и позвал в гости. Будь ты проклят! Да ладно, расслабься, нормально все будет. Спасибо, что пришли. Как у тебя дела, как настроение? Да все хорошо, дел много, работаем, тренируемся, развиваемся. Кайф. Сотку жмешь? А я не жму. Не жмешь? Я же боксирую. Ну, жал? Жал. Ты занимался тяжелой атлетикой, да? Да, занимался тяжелой атлетикой. Причем мы жим почти не делали, но тянул, приседал 180, а жал 100 всего лишь. А что завязал с легкой атлетикой? С тяжелой? Ты определись. Да на самом деле тяжеловато, поэтому называется тяжелой атлетикой. Надо режим соблюдать, хавать, реабилитироваться, травмировался, потому что я максималист в каком-то роде. И хочется, конечно, больше, выше, там, быстрее, но это все чревато травмами. Плюс работа статичная, сидеть вот целый день работать, потом страдать от боли в мышцах, такое себе. Ну и жрать как бегемот как бы приходится. Сейчас я занимаюсь тайским боксом, схуднул, мобильность повысилась, растяжка назад возвращается, как будто я 5-летний мальчик, на шпагат сесть могу. Вот. И прекрасно себя чувствую, на самом деле, нравится. В подворотне хулиганы нападут, и я начну на скакалке прыгать, например, на двойные. И взять и толчок буду делать. Лоу-кик дать, например, нет такого желания, чтобы напали в подворотне уже? Не, иногда, когда тренировок нет, мы вот тут ездили с девушкой куда-то в Рязань, что ли, и иду, у меня весь день такое желание, как ударить кого-нибудь ногой. И потом на следующий день пришел на тренировку, прям от души побил мешок, классно было. А вы же я так сижу, типа, за инстой, прикольно вообще в целом, как бы. Ты же с тренером стоишь, да, в парах? Да, это мое желание было, да, я хочу с тренером как повышать свою квалификацию, так скажем. То есть индивидуально это получается? Персональные тренировки. Я иногда на какие-то группы заскакиваю, на общие, если время есть и силы, либо иногда с кем-то постоять еще, но пока в редкой. Реабилитировался, так скажем, психологически, потому что тренер меня угнетает конкретно. Мне хочется тоже как с кем-нибудь. Да. А тренер выступает, да, по-моему, сейчас? Он профессиональный боец, Стас Захарченко. Да, когда есть бои, он готовится, соответственно, спаррингуемся, он к своим соревнованиям готовится. Подводится. Также он очень секундирует там профессиональных бойцов, и тоже иногда отсутствует. И я там ищу лазеечки, где еще можно потренироваться. Спарринги нормальные, вообще хорошие, блядь. То есть ты его просишь, давай, типа, не щадя, нормально? Да ничего я не прошу, как вот... он просто по настроению, работы, типа, да? План работы как будет. Вот неделю назад он меня сильно избил, я 4 раза поплыл. Вот, у меня голова болела 2 дня. Вот на этой неделе дважды я, в том числе и сегодня с утра, я вот потренировался в 8 утра. Как видите, результат налицо. Я цел. У него сеанс послезавтра у меня. Я думаю, он к этому подводится, так что все нормально. Можешь отомстить, да? Да. Не, кайф. А так вот занимаешься для себя больше или есть в планах, допустим, может выскочить где-то, выступить? Я не против, может быть, открытых рингов. Но опять же, весовую, наверное, надо чуть-чуть понизить, потому что я тяжелый, сейчас где-то 84 килограмма. Да, 75 было бы отлично. Но опять же, это все мое время, мои деньги, мое здоровье, там, БАДы, диеты, реабилитация, там вся история, восстановление после тренировок имеется в виду. Если открытый ринг будет, уже я как закинул эту информацию несколько месяцев назад, что-то будет, такое, кому можно доверять, можно. А то иногда бывает, типа, пишет 2 боя, а выходит, человек двигается как мастер спорта, например.
например. Ну, да, вот, это например, база. так рассказываю. Да. А так, если будет именно клуб вот устраивать, то будет возможность весовой плюс-минус, то, наверное, поучаствую. А так, в целом, это физическая форма, опять же, мобильность, потому что, ну, классно тянешься там. Уверенность в себе, наверное, в любом случае. Уверенность, это, не знаю, отъемлемая часть, как еще такие цены называть. Вот. Да не, просто классно. Это и психологическая такая разгрузка. Невозможно, чтобы кто-то тебя вывел из себя. Это вообще классно. В коллектив сюда приходишь, какие фишечки придумал, да, ой, иди сюда, типа, ну-ка, встань-ка в стоечку, ну-ка. Ну-ка, ножку напряги. Есть такое. Есть такое. Так кто вчера Они мусор вот не... эти знаки все время показывают клиенту. Типа, домашнее насилие, да, такая, типа. Так, понятно, ладно, про спорт поговорили немножко, такое лирическое отступление. Ты давно в тату-индустрии, во многих коллективах работал, в сильных, в том числе в достаточно сильных коллективах. Что тебя подвигло вообще открыть свою студию, набрать молодых мастеров? Ты же мог один работать, вообще открыть для себя какую-то локацию. Это же все равно бизнес, ответственность, это ведение, это какой-то контроль, нервы, да, все в любом случае финансы. Во-первых, у меня есть определенное понимание, как должен себя ощущать клиент на сеансе татуировки, и я пытаюсь его этим всем окружить. То есть комфортом, уютом, заботой максимальной и комфортом во время татуирования. То есть, в принципе, большинство клиентов приходят первый раз либо к другим мастерам, им нравится здесь. Оно немножко такое камерное, у нас не поточная студия, тут всего 4 рабочих места. Приходят, и они могут присесть на диванчике, можем сходить угостить их, там, покушать что-нибудь вкусно. Здесь на локации тоже много мест интересных. Ну, чай, кофе, это, соответственно, по умолчанию. Не знаю, где сейчас Не предлагают, но я знаю одну студию, где продают кофе. За деньги? Интересно. В целом, контакт с клиентом, забота во время сеанса. То есть, у меня есть клиенты, которые приходят, говорят, я прихожу к тебе, у меня классное настроение после тебя. И поговорить, и, там, и про татуировки, и про какой-то опыт, и вообще в целом. Люди в целом еще и настроение получают, как это есть история, что мы не только продукт, да, какой-то продаем. Эмоцию. Творчество, да, эмоция. Я знаю там истории, когда человек, в принципе, татуировки так себе делает, но к нему люди приходят за историями. Вот. Это ты. Еще тот историк, лекарь. Шучу. Слушай, а в других студиях, в коллективах ты не испытывал такого комфорта разве? Ну, во-первых, здесь я могу сам контролировать, как там общаться с клиентами, как администратора научить на общение, да? Отсутствие там бардака, отсутствие кислых мин и так далее, да? Ну и какой-то дичь, играющий с колонки, или там 15 колонок играет, и у всех своя музыка, или там, не знаю, кто-нибудь на шесте там крутится. Типа Лещева. Я прихожу по блокауту, там Лещев в шортах на шесте у вас крутится. Было Шесть, это время. классно, да. Я помню, Мудфиш у нас этот боксерский мешок висел, то есть это вообще так посреди студии. Здесь у меня перекладина висит. У всех разное видение. В определенный этап жизни, да, там, ну, кто-то же растет чаще всего, ну, кто-то и наоборот в обратку отматывается. Посмотрев на это, побывав тоже в каких-то студиях, и я имею представление, то, что люди, клиенты у меня совершенно разные. Кто-то там где-то работает врачом, а кто-то приезжает, грубо говоря, там, на Бентли, да. И для всех хочется сделать, чтобы всем было уютно. И, собственно, к этому и стремился. Да? Чтобы не стыдно было, вот, пригласить. Ну, кажется, как квинтэссенция вот этого, вот его опыта. Но уже прошло 2 года, и в целом я бы уже по-другому немножко все сделал бы. Хорошо, а почему тогда ты не стал привлекать, допустим, коллег, опытных мастеров, там каких-то со стажем, а больше все-таки сделал упор на каких-то подрастающих, начинающих мастеров, выступаешь же все равно как ментор в неком смысле? Да, на самом деле у меня немного сейчас таких, да, кому-то я не против, там, если меня спросят дать совет, помочь чем-то, опыта побольше. Есть совершенно там начинающие, у меня один мастер, там, меньше года татуирует. Ты когда еще обучаешь, ты сам это и повторяешь, и для себя какие-то новые даже вещи подчеркиваешь. Ты же даже технически ты что-то показываешь, ты и себе напоминание об этом делаешь. Потому что мы же уже не задумываемся, как мы работаем, по сути. Ты можешь о своем о чем-то думать и татуировки делать, или смотреть просто в другую сторону. Да. Когда ты человеку уже объясняешь, если он сам где-то там не посмотрел, да, на Ютубе, не нашел платно, бесплатно все это, ты ему просто заново это все объясняешь, показываешь, думаешь, как бы вот я сам себе объяснил это 20 лет назад. Это в целом интересно. То же самое работа с рисунком, работа там с соцсетями и так далее. А как вот пул набирался вообще, ребят?
Дэдпул, ну, состав уже сменился. Там изначально ко мне пришли пару ребят, там мы хотим вот тебя обучаться. Они друг друга не знали фактически. Я такой, ну окей, вот месяц будет стоить столько-то, я вот планирую уже ищу там помещение. Вы мне будете отбивать аренду, я там расходники предоставляю. Ну и потом там разные события происходили в нашей стране, мобилизация и так далее. Кто-то уезжал, приходилось там набирать как за гостевой день, кто-то там на месяц садился. И в итоге все это там, мы уже разные схемы пробовали. Я от всего от этого устал, там взаимоотношения в коллективе и так далее. Это все на самом деле сложно. И в моменте я там даже уже говорю, все, уходите все, я один здесь посижу. Была такая точка, да? Да, была, типа силы, нервы, энергии. Иногда тоже у меня там в личной жизни разное происходило. А я потом, ну ладно, выдохнул. Типа, кто хочет, будете пахать, пожалуйста, вставайте. Вот такие-то условия, вставайте. Ну, то есть какой-то общий интерес все равно коллектива. То есть ребята с кем-то, или, в принципе, к тебе можно попасть, там, знаешь, ну, там... Да нет, может хочется прийти, поработать, там, просто, написал. есть критерии, конечно же, это безопасная работа, неважно какого уровня. То есть, не совсем говно, конечно, нафиг не надо, оставайтесь. Безопасная работа, и адекватное общение, в целом адекватность, ответственность. Чтобы вайб сохранять какой-то в студии. В целом, да, то есть пунктуальность даже просто. У меня вот был один мастер, который опаздывал просто к часу дня. На этой почве я говорю, ты что, типа, нельзя. Все, сколько раз можно предупреждение делать. И пунктуальность – это одна из таких... минимальный набор профессиональных. Ничего сверхъестественного, что типа, вообще ничего сверхъестественного. Забота об каждом клиенте, то есть там неважно, кому придет, там, к начинающим, ко мне, мы все там встретим, поздороваемся, что надо, предложим. В принципе, может попасть любого уровня татуировщик, пожалуйста. Можно на гест попробовать, можно и месячную аренду. Хотите на проценты. Ребят, не стесняйтесь, пишите Максу, да, если у вас достаточный профессионализм и хороший уровень. Разные ребята на гест тоже приходят. Вопрос в том, что гест не супер дешевый, но мы предоставляем все. Администратор собирает, разбирает рабочее место в свое рабочее время, поснимать там может. В принципе, можно вообще ничего не брать. Машинки любые, проводные, беспроводные, там, влад-блад, кубины, индукции, если нужно, роторы, все возможно. А ты весь свой гараж расшириваешь на гостевых? Да, там 60 машин. Хочешь, бери любую работу. Да, там иголки, картриджи, все есть, краски. Там. Кому-то даже если что-то нужно такое сверхъестественное, если мы можем найти аленький цветочек, то мы его закажем, конечно же. Но в целом, все, садись, тебе ничего не нужно. Планшет взял, с собой Крутой сервис, слушай. Смотри, а вот ты до этого мы поговорили про то, что менторство, какое-то обучение, говоришь, что повторяя, обучая ребят, да, ты сам вспоминаешь все это. А чему последнему ты сам научился? И вообще продолжаешь ли ты учиться чему-то? Терпению. Нет, в плане ты сам понимаешь, Да, я понимаю. Получается. Иногда получается. На ринге особенно, да? Не, на самом деле учусь быть спокойным. Чисто то, что коллектив, мне кажется, тоже, да, дает этому, что разные темпераменты. Таки зачем нервничать, если вам за это не заплатят, да? Первая мудрость. А вторая мудрость, если что-то уже произошло, и это уже никак не справится, смысл за это переживать. И третья, наверное, мудрость, к которой я пришел не так давно, не переживать за людей, которые меньше всего сами за себя переживают. Меньше, чем ты сам. Жизнь стала лучше, да, гораздо лучше. Что учусь, чему учусь? Опять же, это технические подходы, какие-то определенные приемы, потому что я также зацикливаюсь на определенных своих фишках в композиции, в работах, хотя насмотренность свою постоянно прокачиваю. Это уже реально деформация, когда ты там уже у тебя дофигища просто фотографий, которые ты никогда не посмотришь. Скриншотов, татуировок. Это база, Вообще просто... Я еще иногда даже в инсте сохраненные еще где-то попользуюсь. Где-то там вообще, где-то рядом с жопами, с винтоняшками, там найдется что-то нужная какая-то маска, например. Да, композа, потому что иногда я могу увидеть то, что они нашли, глядя даже на мои проекты. И это для меня будет чем-то новым. Даже, бывает такое. То есть, пройдя какой-то определенный путь, ребятки, практикуя, уже начинают понимать, что разнообразие – это и есть путь вообще к развитию. Не использовать во всех рукавах, меняя элементы, одну и ту же композицию, либо одни и те же приемы и стилистические какие-то особенности, волны, не знаю, цветы и так далее. То есть, все время меняя акценты и композиционно что-то новое вносить. Получается, иногда ребята могут увидеть то, что ты где-то мог пропустить, да? И показать тебе это. Да, но при этом я такой смотрю, их поправляю, и в целом смотрю, что это достаточно интересно. Но сам такой себе забрал.
Ну, такого нет. Я такой, ага, я сделаю лучше. Я делаю какую-то фишку. У нас это называется тату-унижение. Я когда что-то заканчиваю сеанс, идите, такие, что тату-унижение. У нас есть тату-совет, тату-абьюз, начальник тату. Нормальный набор. Да, ко всему поставляешь слово тату, это особый шарм возникает из этого. Не могу не затронуть последние события, ну, опять же, связанные с тату-индустрией, там, я думаю, все читали, видели. Как ты думаешь вообще, ну, это опять же про запрет татуировок, возможно, там не запрет, а получение медицинских там образований для мастеров. Как ты думаешь, в тату-индустрии в России непосредственно, какое будущее у тату-индустрии и как ты, может быть, видишь пик тату-индустрии? Каким он, если пофантазировать, на твой взгляд, может быть? Ну, у меня складывается, что пик, он где-то вот в районе нас сейчас. То есть мы примерно на пике, временном, да, плюс-минус пик, золотая эра, так скажем. Наверное, это было еще до миграции, да, вот этой гигантской татуировщиков за границу, как и ближнее зарубежье, так и совсем там, да, далеко за кордон. Насчет, медицинского образования, это, конечно, жестко, почти нигде такой практики нет. Даже в той же консервативной Японии татуировку признали типа творческим процессом, не медуслугой. Какая-то сертификация, не знаю, как это назвать, не лицензирование, а какие-то допуски, например. Нормы какие-то, стандарты. Да, стандарты, они, скорее всего, в целом-то нужны по-человечески, потому что можно купить на Авито, на Валберис, татуировочную машинку, и можно там искалечиться дома, там, подростку несовершеннолетнему легко. Вот. Также и насчет там септики, антисептики, вообще в целом безопасности всего этого, это, конечно же, знания нужны, и это нужно, чтобы знал каждый человек. Я сам образовываюсь, как там приглашаю докторов, там лекции читаем, в целом знаю, про безопасную работу. Меня в целом окружают такие люди, да, которые в целом знают, как нужно работать, чтобы самому ничего не подцепить и клиентов не перезаражать. Ну и в целом, чтобы это выглядело хорошо. Как у нас есть такой момент, за что ты готов взяться рукой, то ты готов должен и облизнуть в студии. То есть настолько оно тогда должно быть безопасно и чисто. Поживем, посмотрим. На самом деле вот эта бюрократическая машина, это все очень тяжело вводить. Тот же ГОСТ, когда вводили в 2018 году, это заняло много времени. Это много времени, и даже для госслужащих это тоже очень большая нагрузка. Как это все сейчас развернется, будем только посмотреть. Тут, скорее всего, грань профессионализма, да, как ты работаешь, насколько ты профессионал. То есть можно делать классные татухи, но быть скретчером в плане чего? Скретчер – это царапальщик на сленге. Скретчером в плане там не стерилизовать держателя. Да, ты очень крутой татуировок, прям шикарнейший, но ты работаешь грязным инструментом. Таких случаев там множество было. Сейчас я, конечно, не знаю. Очень громкие имена. Там стерилизовали металлические держаки на плите. Да, я слышал, кстати, вот. Я сейчас не про бога оттуда. То есть ты, по сути, профессионал. То есть это одна из граней тоже, как ты вот там работаешь. А как ты думаешь, с чем связано, что есть такие примеры, и в моей памяти, да, не будем называть имен, то, что есть ребята, профессионалы прям своего дела, технически там и прочее, с большим опытом, которые все равно где-то упускают или не обращают внимания на какие-то базовые, знаешь, элементарные моменты и плюют на это, там, телефон берут в перчатках руками, там, или пиво там ставят себе на стол, не знаю. Самодурство, я не знаю, как это, как вот он наверняка знает, что так нельзя делать. Один вариант есть, что человек не знает, что так нельзя делать, не понимает этого, да, либо знает и просто-напросто игнорирует. Да, это прям направленный игнор к технике безопасности. Может, среда такая в большинстве своем, что тату-индустрия типа рок-н-ролл такой, мне кажется, нет? Вообще не так. Потому что я знаю очень много классных, образованных людей, и возвышенных, и нормальных. Да, есть, конечно, такие совсем панки. Да, жесткие. Жесткие. В целом-то я знаю больше все-таки адекватных. Свою голову другому человеку не передашь. Я не знаю, я просто не проводил. Просто странно, да, это наблюдать, особенно сейчас в современном мире, когда все там доступно, все стерильно, все одноразово. Слушай, тоже стандарты в разных странах по-другому. Вот в Германии, может, меня поправишь, у них прям прописано, что можно просто тряпочкой там протереть, салфеточкой. Ни в одной студии нет автоклавов, они вообще сухожар, автоклав, это для них другая вселенная какая-то. Что там далекая. Им по государственным стандартам можно вот это многоразовые держаки просто попрыскать дезсредством, протереть салфеткой и вуаля, это чистое. Хотя Германия одна из самых строгих стран в плане вот этой всей лицензирования, там краска же, началась, оттуда же вся эта история
пошла. запрет краски. И есть этот сайт знаменитый, когда они краску на анализы берут, то что там есть в пигменте. Стерильный, не стерильный, какие там вещества вызывают то-то, 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 там содержание. Примеси, железа. Примеси, да, все вот эти консервантов, там вся вот эта история. И казалось бы, но при этом можно протереть тряпочкой, и это окей. Но они это все прикрывают тем, что у них там есть какие-то специальные там ультрастерильные салфетки, которые там чуть ли не спид себе убивают. Что вот если ими, то вообще там 200% все хорошо. И просто видишь, это вот насколько, это же не культурное различие, там цивилизация, тут цивилизация, медицина, но каким-то образом у нас нет таких салфеток. Угу. Интересная мысль. Но для тебя татуировка это больше все-таки услуга бытовая, чем медицинская. Да это в целом не медицинское. Есть, да, определенные риски, как и для татуировщика, как и для всех клиентов. Почему вот эта фраза там очень актуальна, что мы работаем с каждым человеком, как будто он болеет всем, чтобы обезопасить себя и окружающих. Но все-таки это не то, что бытовая услуга, это перенос изображения на тело. Мы в целом работаем с верхним слоем кожи, да, мы каких-то там полостных операций и манипуляций не делаем. И для этого, там, например, 4 года учиться на медика или там, высшее еще медицинское образование получать, это даже неприменимо, эти знания. Знания нужно. Да, правила есть, правила, да, безопасность. Базовые какие-то. Да, база она должна быть. Да нет, это же дело. Хочешь учиться, иди учись. Хочешь повысить квалификацию, пожалуйста. Также никто же не отменит, что плохих татуировок не станет меньше. Типа вот медик, он по факту значит, что он крутой художник, или он будет соблюдать все те меры, которые он изучал все эти несколько лет. Но качество делать безопасно, да, лучше, да? Это же вся вот эта машина, она должна работать так, чтобы у всех был стандарт работы. И получается, те, кто не получает эту там, бумажку, что он обучился, что он квалифицированный работник, знает, как безопасно работать. Это же как эта система должна работать, что кто-то на дому работает, его тату-спецназ ловит и нахлобучивает. Слушай, а такой вопрос. А не думал ли ты развиваться в арте вообще? То есть холсты, может, или какие-то мысли в эту сторону? Или все вот именно татуировка? Японская живопись же есть. Я не знаю, что японская живопись именно, а просто как уйти в творчество, например, может там с холстами поработать. Как-то Я переделаю эту поговорку. Я слишком богат, чтобы быть умным. Нет. На самом деле, могут все не согласиться, или немногие лишь согласиться. Я к своей работе, к татуировке отношусь в большей степени как к ремеслу. Вот. Я, конечно же, да, там и затрагиваю тему рисунка, и какие-то новые приемы и так далее, но все-таки я уже изначально японская татуировка пришла от ремесла, ремесленничества, и в целом делаем то, что уже переработано и сделано миллионы раз. Классно, когда появляются какие-то интересные татуировки, например, там Гакин или Несак, да, которые уже генерируют из уже сложившихся каких-то традиционных паттернов, композиций, японской татуировки фанов и создают какой-то новый стиль. Да, и ты такой думаешь, это вроде бы просто, и настолько это просто, что гениально. И думаешь, как ты до этого не додумался. И в таком ключе, конечно же, хочется что-то творить. Вот. Но чаще всего ко мне приходят с драконом и с кожурой дракона, и ты сидишь делаешь. Да, не, я люблю каждый момент татуирования, что вот там я когда начинал, мне 16 лет было, я там первый раз там себе сделал на ноге машинкой, и меня это вообще все впечатлило настолько, что вот даже до сих пор я вот могу устать там за год, за неделю, неважно, за день, и я все равно кайфую от этого процесса и наслаждаюсь каждым вот мгновением, как бы это утрированно не звучало, мне нравится вообще весь этот процесс от общения с клиентом. Наверное, от общения с клиентом до самого процесса. И когда вот он подходит к зеркалу, смотрит на новое что-то совершенно на теле, да, когда нет ни одной татуировки, либо уже какой-то новый фрагмент, или это завершение проекта, когда чаще всего грустненько даже немножко становится. Это все, оно в совокупность. Да, вот этих моментов. Также, когда ты едешь куда-то в другую страну на конвенцию, к тебе люди такие: о, здорово, там, ты похож на Макс Титаник, только с волосами. И это тоже классные моменты, да, когда такие же, как и ты, равные там или выше уровнем, проявляют свое уважение, респект. И ты такой к ним также относишься. Вот, в этом есть прикол. То есть можно поехать в любую точку мира, еще и там поработать, по сути. Да. Так что, если, опять же, возвращаешься к изначальному вопросу, на данном этапе у меня просто нет
нет на это времени. Но как творческую составляющую какую-то совершенно я бы не исключал из своей деятельности. Так же, как и поиск своего стиля. Я считаю, что я еще где-то в начале пути и все-таки приду к какой-то определенной точке. Потому что я не знаю, как мои работы узнают, честно говоря. Потому что это все настолько разное. Технически, наверное. Ну, технически, окей. Сейчас что технически множество татуировщиков, которые классно делают. Не каждый так качественно технически может делать, как ты, татуировку. То есть тебе близка философия, та же самая японская, что быть лучшим в своем деле, постоянно совершаться. Ну, по сути, то, что я сейчас имею, там, от работ, своей составляющей, да, там, популярностью, так назовем, не знаю, спрос на работу, стоимость, допустим, это, в принципе, просто годы работы изо дня в день. Ну, тоже хотел спросить, один из вопросов был, это была твоя цель изначально, когда ты начал заниматься? Ну, понятно, что не в самом начале, когда ты начал заниматься татуировкой, когда ты что-то уже начало у тебя получаться, ты начал работать. Была цель прям стать лучшим и топом, или это просто последовательность действий твоих периодичных? Я просто делал максимально то, что мог, и любил то, что я делаю, как сейчас люблю то, что я делаю. Да, просто мне нравится. То есть я не могу себе позволить там что-то в работе пропустить, забить там болт на какую-то там нюанс, момент какой-то там, не доконтурить какие-то финальные полоски, да, или там бросить на полпути, да, или сделать вид, что окей, вот так должно быть. То есть, да, довести до максимума, который могу из себя выжить. И еще сверху чуть-чуть. Ну, не знаю, лучше, наверное, вот благодарности, когда ты видишь лица своих клиентов. Согласен. А не было у тебя никогда выгорания? Ты не ловил какую-то такую вот тему? Как многие сейчас татуировщики. А что это такое? Давай вот, разберемся. Меня постоянно задают этот вопрос. Вот я слышал просто много историй, я общаюсь тоже там, с ребятами, с разными, там кто-то с меня спрашивал, кто-то рассказал, там вот у меня было выгорание. То есть когда тебе настолько надоедает вообще то, что ты занимаешься, ты теряешь смысл, это вот однодневность, знаешь, какая-то такая уже в рутину превращается. Он на самом деле знает, понял эту хуйню. Он просто интересно послушать, ну, вообще, то есть этот... Интересно мнение твое послушать, да, что это такая... Наверное, у меня есть несколько теорий по этому счету. Выгорание случается, когда человек подвержен каким-то внешним факторам. У него есть какая-то пагубная привычка, например. Все, что влияет на наши гормоны, серотонины, дофамины и так далее. Да, все, что это губит. Если человек, соответственно, на такой образ жизни, то, скорее всего, у него там, тяжеловато будет, да, вообще в целом, с восприятием и с получением удовольствия из простых вещей. Как это не испытывать разный спектр эмоций, допустим. Нифига себе загнул. Ладно. Следующий нюанс. Наверное, человек вообще не понимает, куда он идет. Не получает удовольствия, возможно, делает не то, что ему нравится, и не понимает, для чего он это делает. Либо не получает какую-то достойную награду в плане удовлетворения там, от качества, от клиентов, от окружения, от близких, ну, от окружения имеется в виду от коллег, и финансовые, например, да, поощряющая. Мне кажется, это одна из причин, потому что, как я ранее сказал, я люблю то, что я делаю каждый день. А у тебя есть какая-то финальная цель? Ну, ты говоришь сейчас про цели, если у человека нет цели. У меня есть множество целей, которые, в принципе, я постепенно к ним прихожу. То есть, в целом, я зарабатываю, это тоже некий инструмент, которым я уже там могу приходить. На данном этапе я там чуть добился целям, я стал чуть больше путешествовать, например. Следующий момент, там, например, это уже будет скорее с жилищным вопросом, например, связано. Тут уже нужно определиться, куда туда, в лес с медведями или в мегаполисе остаться, например. Не знаю, отпуститься в какую-нибудь экспедицию или сделать какой-нибудь благотворительный вклад куда-то. Не знаю. Ну, короче, это множество целей, о которых я не хочу рассказывать на публику, но я к ним иду. И в целом получаю всегда удовлетворение от проделанного труда. Но, опять же, и самокритика, она никуда не девается. То есть, если всегда быть вот, в своих глазах лапочкой и классным чуваком, мне кажется, это тоже до бренда доведет. Самокритика, она прям вот гложет. Ну, она же тоже должна быть такая лимитированная. Да, иначе она тебя может съесть окончательно тоже. Наверное, вот какие-то вот эти темы, если так посмотреть на среднестатистического там, татуировщика, вот там в Инстаграм там где-то выложил, комплименты написали, братюнечки, ты такой, да, значит, не совсем дерьмо. Ну, что-то ты подзаметишь, да, что там было. Вот. Я же тоже расцениваю и анализирую предыдущие свои какие-то проекты. Сейчас что происходит, как бы это могло
быть иначе, например, как вариант. И главное, как они смотрятся через года, эти татуировки. Ну да, это важно, мы же делаем все-таки не для Инстаграм фотографии, да? Да. Все вопрос в том, почему я там сначала делаю наметочные контура, а в финале я делаю финальные контура. Казалось бы, ты бабла хочешь больше срубить, нифига. Так контрастнее и надежнее всего выглядит. Кстати, тоже прикольная фишка. Я помню, как-то у тебя ее увидел, мы с тобой пообщались. Я даже кому-то ее недавно советовал с татуировщиков, причем из таких прикольных. Мы что-то общались, что я подсказал, говорю, вот прикольно было бы в конце еще раз законтурить. Вот Макс Титаник так делает, говорю, вообще выглядит, он такой, прикольно, точно надо попробовать. Да, это еще от грима науку получил. Нормально шерится. Не только там, и Олег Турянский, например, тоже вот так. У меня на ноге делает сначала. Представляешь, у тебя куча деталей, тебе это нужно, вот, тоже рукав или спина, тебе нужно, чтобы человек не дергался, и достаточно быстро и щадяще это все нанести. Но у тебя нужно 3 толщины иглы, машинку, которая кишки наворачивает, потом быструю машинку, которая тебя очень сильно жгет кожу, да, там, ну и какая-то будет не сильно болючая. И вот ты либо тачки меняешь, либо картриджи там, допустим. Ну, в картриджи я сильно не верю, как бы финальные контура. И это дольше гораздо все будет. По сути, рукав там может за 3-4 часа так наметить. Или больше, если супер много деталей. А финалочка, она уже будет не столь пропорционально удлиняет сеанс, да, как вот первоначальный контур и финальный. Понимаете, да, о чем речь? Да, ну, короче, людям что, типа не сильно удлиняется. Кажется, что дольше, но так быстрее, на самом деле. Ну, может быть, там в пропорциях это чуть-чуть, да, подольше, но зато сам эффект. Потому что, когда красишь рядом с контурами на черный контур, ты красишь какой-то цвет. Ты же все равно иголочками чуть заходишь туда, и получается дробится линия. Вот. Ну и свежее выглядит, все равно в конце все это финально. Да. И можно и с пластикой поиграть, с толщиной, что-то добавить, что-то какие-то фактурочки сделать. Где-то цветные контура сделать, где-то серые, где-то черные. Толстые, тонкие. Ты часто используешь цветные контура в работе? Не, очень редко. У меня все-таки такой неотрат, он немного так более топорный, не знаю, как это назвать, ближе к традиции, все-таки больше к канонам, да, там может какое-то пламя у дракона еще где-то там сделать, либо серыми контурами, вот прям чтобы вот такой вот около ньюскуль неотрат, да, где там перспективы, рефлексы и так далее, я же не использую такие, я белый почти не использую, так это глазик поставлю белый у маски и все. Я все-таки стараюсь сделать так, чтобы татуху вот она вот сделала, и она так выглядела, то есть без каких-то временных не перенасыщать ее тоже лишний раз. Да. Вот касаясь путешествий, ты сказал, а ты был в Японии сам? Не был, но в планах есть. А ты вообще не думал, вот не рассматривал, если, допустим, пофантазировать, чтобы там какое-то время, может быть, пожить, чтобы окунуться, вот, знаешь, в их именно культуру и больше ее там поглотить, обучиться чему-то? Тут как бы есть мысли, конечно же, там посетить каких-то татуировщиков, на которых я уже давно слежу, там десятилетиями даже, если у них, конечно, есть такой момент аудиенции. Если даже за деньги я готов, я знаю такие случаи, там схреешь, кажется, если ты хочешь к нему попасть, если он тебя сам не приглашает, ты платишь деньги за то, что присутствуешь у него там в музее, студии. Может быть, это не так, ну, не знаю, мне кажется, он сейчас уже старенький, болеет, и не часто принимает гостей. А прям пожить, ну, в рамках закона, опять же, там ограничения по визе есть и так далее. Во-первых, кому я нахрен нужен буду? Чтобы вот так мне это дружище, наверное, какой-то японец, татуировщик там должен быть, да, чтобы я в его глазах тоже не был пустым местом, чтобы вот как-то так на равных, да, работать, либо там с моим почтением. Потому что культурное различие, оно достаточно большое. Просто пожить, повдохновляться, это можно как турист съездить, посетить те места, возможно, зайти в гости к татуировщикам и к Хоре, если это возможно с ним договориться. Я не знаю, как это происходит, но в целом они идут на контакт, и можно пообщаться. Есть достаточно такие ребятки, которые Ритайт Тату, кажется, есть, да? Даже, не знаю. Не помню, в каком они городе, они даже в Россию приезжали. Там владельца студии, у него жена русская. Японец. Вот. В принципе, есть те, кто не против общения. А так татуировка все равно, она считается такой маргинальностью в Японии больше. Все меньше и меньше этого вопроса, явление вызывает негатива, но все равно поколение постарше, они такие
И до сих пор вас могут не пустить в какие-то общественные места, там бани. Там же бани, да, по-моему, нельзя с татуировками? Да, там есть отдельно, типа, вот для вас ущербных, вот, есть отдельно, типа, бани Лягушатников, да, для детей, да, маленьких. а есть вот для нормальных людей. Хотя я знаю историю, мне рассказывал, когда в Японию поехал с татуировками, ну, русский, и он захотел какие-то источники, там было отдельное, там обычно либо нет, нельзя с татуировками, либо вот там было какая-то отдельно для татуированных. И они такие, вам нельзя вообще, вам можно для татуированных, типа вот для изгоев. Он сначала расстроился, и он проходил, когда мимо цивильные вот это и купили, и там сидели татуированные японцы. Ну, возможно, это были ребятки там из Якудзы. И он что-то такое еще оскорбился, какого фига они типа нарушают. Но он пришел, он был там один в этой ванне, в принципе, он кайфанул. То есть в чем-то может тоже найти плюс. А там вообще никого, кроме него? Никого не было, да. Вот в источнике для татуированных он был один. В целом кайфанул. А дело в том, что местные там нарушили это правило строго, и тут как бы он такой, ну ок. А ты же недавно был в Китае, да, на конвенции? Ну, в Гонконге, да, был на конвенции. А можешь рассказать, может быть, поделиться, на твой взгляд, отличается чем-то вот их статус-сцены, вообще конвенции, организации, может быть, какие-то нюансы? Я в Гонконге дважды был, один раз там 5,5 лет назад, это другой организатор, крупный, постоянный. Она большая была, там много еще до ковида это все происходило, соответственно, много европейцев, американцев было, австралийцев, очень классно. На самом деле, тогда мне запомнилось дисциплиной. Когда проходит номинация, все стоят, модели никуда не уходят. Вот там бодисьютов 20 стоит, и они в ряду как стояли, так и стоят. Вот. У них еще очень развит... у них же религия все пропитана в Гонконге. У них там смесь синтоизма с чем-то... Там, я могу ошибаться, чтобы никого тоже не обидеть. Там в любом магазинчике, в любом каком-то ресторанчике там везде алтари есть. Они очень там предков почитают. Вообще все это вот в храмах божественно, просто красиво. И плюс они также открытие там с танцующих львов, либо какой-то ритуал, там они жгут эти палочки, там все. Это конвенция? Да, перед открытием конвенции. И мне понравилась эта вот история, что они соблюдают традиции, да, чтобы какое-то мероприятие состоялось, нужно привлечь, значит, удачу. В целом проекционные моменты достаточно хорошие, и вот дисциплина именно моделей. Ответственно относятся. Ответственно, да. Они не разбегаются, не валяются где-то в слюне, там еще что-то. Вот. Также мне удалось даже посидеть в жюри. Я там был с Безом, это Ричард Ego Machines, Triple Six Studio в Англии у него. И он мне говорит, поехали. Я там познакомился тоже с классными татуировщиками, там с Кали Корсуном, там в жюри с Португалом сидел, помню, с Безом самим. Прикольно. Вот как раз из Японии ребят видел, там много кто-то Бори делал, много европейцев крутых, то есть, ну, я прям кайфанул. Мы еще там у 7-Eleven тусили на кушетке, очень классно было. Сейчас конвенция была вообще от другого организатора, это первый раз он организовывает, она такая камерная получилась. Там не было номинаций, там 40 с небольшим участников, он мне изначально тоже предложил участвовать, но из-за того, что я там менял паспорт, долго все это покупал билеты, уже не было рабочих виз. Нет номинаций, свободный доступ тоже для посетителей, клиентов, и они просто сидели, вот как на ярмарке, достаточно дорого, там татуировки где-то от 20 тысяч рублей в час. Есть типы, кто это Бори делает, кто вот он вроде азиат, но он какой-то биомех, либо реализм бомбит. Европейцы, но делают, там австралийцы делают японские татуировки. География тоже обширная была от Европы, Канады, Австралии, Кореи, Тайваня, Китая. То есть, ну, но большинство мастеров работали в японском стиле? Да 50 на 50, я скажу. Там и миниатюрные татуировки были, и какой-то биомех с Японией смешанный, и абстракция, акварель, орнаменты. 50 на 50. Там это все в таких пропорциях, раз там 10 костюмов орнаментов. Тут 7 костюмов японских. Кто-то пилил там один проект 3 дня, какой-то реализм на всю ногу, очень крутой. Тут рукав сделал. Вот у меня там новоиспеченные друзья Джейк и Дерек из Австралии, из Гонконга, соответственно. Это у Дерека
Дерека я вот люблю рассказывать. У него рукав от Филиппа Лью за 3,5 часа сделанный. И фронт за 10 часов коллаборации Филиппа с Ренчингом из Тайваня, кажется, если не ошибаюсь. 10 часов. Наверное, больно быстро, было. я просто... Это очень быстро. За 3,5 часа. Да, 3,5 часа. Но я рукав делаю 35 часов, например, или больше. Вот. А качество типа было как? Ну... Для этого и скорости приемлемо, очень приемлемо. Это большие элементы, но детализация присутствовала, то есть там большая волна, череп и фронт. То есть просто чуваки делают это все быстро, на больших вольтажах, знают свои приемы, и просто для них это вот кожа человека, это как холст. Там ковыряем, пены, чего-то, индукциями. Все, четко. А как ты думаешь, это связано с таким знанием инструмента, наверное, еще? Что такая скорость? Ну, с 10 лет татуировки делает просто. Ему сейчас 50, например. Ну, практика люди просто. Практика, да, ну, подход в целом. То есть ему не важно, больно человеку, не больно. Там, допустим, хавать истории, когда грызи карандаши, хавать хочешь, без баллис. Вот ты сейчас не будешь терпеть сеанс, у меня лист ожидания через 2 года. И что делать? Он легенда, ты к нему сам пришел, надо терпеть, делаешь татуировку. Джейк и Дерек, они делали спину 3 дня, за 16 часов они сделали спину до колен вдвоем. Черно-серая, да, большая маска, Ханя, змея, пионы, там где-то волны, где-то облака, но достаточно просто, достаточно такие незамысловатые там приемы в качестве там градиентов, ну, напыления такие, да, грубые, но в целом, в общем, это смотрится очень классно композиционно. Ты отходишь на расстояние, а заживет гривоши, это все прощают, да, моменты, и оно будет выглядеть тоже круто. Я вот насмотрелся вот на таких типов, насмотрелся, кто там реализм делает, 3 дня, очень крутой. Тубойры делают, там, как машинка и скорость, например, и это и менее больно. Это быстро, это ярче. То есть ты такой, вау. И на миниатюрные татуировки насмотрелся. Такой, ничего себе. И на костюмы на эти. Это просто у тебя вот столько информации. Все в целом доброжелательные, общительные. Кто-то там узнает, кого ты узнаешь, заново общаешься. То есть, ну, это очень круто. Ну, сподвигло, мне кажется, знаешь, дальше ездить, я думаю, да, желание больше. Да, мне тоже задавали вот друзья вопрос, есть... говорят, почему мы тебя не видим на конвенциях. Да, вот, то есть, особенно зарубежных. Да, ну вот год в Инкс, говорит, приезжай, поехали в следующем году. Я такой, ну если вы хотите, я приеду. Типа, я с удовольствием. Было бы вообще, мне кажется, работать. Ну, в принципе, есть этот момент. Да я занят все время. Ну, можно заранее спланировать. Это да. Ну, знаешь, наверное, чем быстрее заранее, ну, тем заранее планируешь, чаще всего оно и срывается. Тут такое. Ты говорил про конвенцию, там не было номинаций. Да. Как ты вообще, как ты думаешь, это уместно? Или почему? Вот, как тогда? Просто вот это получается маркет, где просто работают, понятно, топовые мастера. А мне кажется, конвенция же так и должна быть. Почему в России вообще по-другому? У нас либо все битва за респект, битва за доски, клиента модель даже хрен найдешь за бесплатно, они спрашивают, вы мне заплатите там 50 тысяч рублей, да? И все хотят сделать, это всегда так было, все хотят сделать подешевле. Такое ощущение, как будто вот эту конвенцию, это нате распродажа. Нате халява, распродажа и так далее. Это скорее от безысходности, потому что, не знаю, у нас как-то народ не заинтересован прийти и сделать это на конвенции. Я не знаю почему, не доверяют или опасаются, или как-то им неуютно там, либо это не так зазывает людей, да, что конвенция это типа приходите, мы вам рады, а это, возможно, какую-то маргинальность своей отталкивает. Вот непонятно. Несколько раз там видел такие случаи, когда там бессознательные тела бухие там валялись, да, или там постоянно ты подходишь к конвенции, все стоят, курят, там просто вот толпа вот это в облаке должен приходить. Да, это же все-таки должно в каком-то таком на классном настроении, на классном вайбе проходить. Как это привлечение происходит, либо не происходит у нас. Но в Европе же, я вот на европейских не был конвенциях, но, наверное, тоже люди приходят, чтобы сделать татуировку. Конечно. Да, там в Москве вот иностранцы стоят. постоянно страдали. Все прям уже там демпинговать приходилось, потому что люди не готовы были. Там, да, какие-то фанаты некоторых татуировщиков там, наверное, есть. И они такие, приедет он, и я к нему пойду забьюсь. Или это же татуировщики у них же забиваются. Либо они сидят, правило, да. Либо редкие какие-то фанаты, которые понимают, за что платят. Либо все, они сидят и ничего не зарабатывают. Не добивают поездку, проживание, еду там. Что, на основе вот этого твоего спича, не кажется ли тебе, что, может быть,
А у нас как будто бы тату-сцена немножко хуже развита, чем там, что ли. Что реально, вот я смотрю, допустим, были на Gods of Ink, и там к ребятам, к иностранцам, кто приезжает, там просто очередь, ребята с других стран приезжают у них подзабиться, и вот именно поучаствовать в этом мероприятии, как модели. Слушай, в нынешних реалиях, да. Но это даже до этого же так было. Было, но тем не менее улучшалась ситуация. Улучшалась. Когда приезжали из других стран, и все-таки я видел, когда забивались этих людей за достаточно большие деньги. Там, не знаю, 2019 год, да, допустим, до ковида как раз там конвенции там, по 15 тысяч рублей в час тогда. Там из Кореи Use Flower, что ли, там был 15 час 2019 год. Ты что это? Ну, не знаю, у нас татуировка очень развита. Российских мастеров ценят везде. У нас очень много талантливых и художников, и татуировщиков. Там, всех хватает. Почему именно такое вот отношение, я не знаю. Все хотят подешевле. В той же Москве вроде бы много богатых людей, но, видимо, как-то вот инфа до них не доходит, что можно вот так. Либо не заинтересованы они в целом татуировке, либо вот не знают, что проходит такое. Ну, это как, знаешь, нонсенс футболистов там, или спортсменов, которые там зарабатывают миллионами на контрактах, но забиты, как правило, такой шляпой, прям как тот же Бекхэм там, или... Да, или артисты, музыканты там, и так далее. С другой стороны, даже на наш счет безвкусица для кого-то является вкусом, да. О вкусах спорят только безвкусные долбоебы, правильно? Если бы не было плохих татуировок, не ценили бы хорошие, и наоборот. Без маленьких большие. В последнее время все чаще классные татуировки они делают. Видимо, все-таки вот эта тату-образованность, она в массы не только наши людские, да, но еще доходит до каких-то знаменитостей, спортсменов. А вот ты же бил, кстати, Волкова, да? Да, Саню Волкова, да. А как ты вышел, как так получилось? Да, у нас общий друг там есть. Я такой подумал, что, наверное, надо пошуметь. Я говорю, Лех, Берсерк, там, Саня Волков не хочет свою там, татуировку набить, либо свою фигню исправить на спине. Он говорит, как раз хотел. Саня приходит на следующий день, мы общаемся, консультируемся, ему там что-то писал, предложил самурайский шлем, да, давай. Все, мы 2 недели, 55 часов делали татуировку, потому что у него, режим 8 дней, да. 4 дня подряд. Лапенко смотрели, вообще классно было. А какой тогда твой образ клиента? То есть кто у тебя забивается в основном? Все тяжело анализировать все разные совершенно люди. И в IT, и бизнесы, и медработники, и спортсмены. Это прикольно, мне понравилось, ты в одном интервью говорил, что да, когда по улице идет человек и видит, что у него рукав от Макса Станика, это точно миллионер. А если у него 2 рукава и спина, то это вообще там какие-то... Дважды миллионер, да. Да, больших денег стоит. И... То есть тебе попадают люди, которые действительно явно разбираются в татуировках и готовы разбираются. Они то есть намеренно идут к тебе, да, там, они за стиль благодаря вот интервью еще, да, каким-то, они погружаются, немножко узнают меня, мой мир. Им импонирует мой образ жизни, моя точка зрения, мое общение, поведение, подход, обстановка, атмосфера, эмоция. В принципе, это и влияет, да. Потому что, в принципе, люди выбирают, даже ищут. И они потом где-то вот у них имя прозвучало, они такие, вот, к нему 10 лет назад. У меня есть такой клиент, сейчас 10 лет назад ему кто-то рассказал. Он начал искать, и потом вспомнил, нашел меня, написал. Мы сейчас уже 2 рукава сделали, и спину начали пилить. Мы оба получаем классные эмоции, потому что он задал идею, мы это с ним переработали. С чем-то я чуть-чуть не согласился, на чем-то он настоял. В итоге очень классная такая коллаборация именно клиента и исполнителя, так скажем, татуировщика. Да, татуировка как Rolex, только никуда ты не денешь уже. Вот прикольно, Саня, считай, ты сделал спину, и она сейчас покоряет за океан, и вот сейчас было за титульник. Да, кстати, он выигрывать начал, удачная татуировка. Но он даже в игре в UFC есть его спина. Уже копии есть этой спины. Он периодически скидывает. Да, топно получилось. Пошуметь. Да. А там какое-то значение, то есть там он тоже закладывал? Славяне против рептилоидов, там, кажется, что-то такое. Да не, в целом у него там была скат набит, он какой-то Полинезия с какими-то там славянскими... Ты шаришь за эту хуйню вообще, нет? Это же игра, блядь, есть славяне, да, по-моему? Да нет, сейчас же он с Павловичем должен биться, и там в комментах пишет, что типа славяне против славян, это фигня.
а он пишет Павлович против Евгеньевича. Ну, он Евгеньевич, и типа он это... И сейчас, знаешь, эти, когда ИИ пишет песни там хардкорные, славяне против рептилоидов, там что-то какая-то такая фигня, что типа рептилоиды виноваты в этом, что славяне дерутся друг с другом. Вот. Но это надо на него смотреть, там листать. Я очень ржусь с этого. У Сани великолепное чувство юмора. Действительно, он просто отжигает там каких-то троллей, гасит чуваков. Там, очень классно. На самом деле, когда мы ему сделали это, у меня почти никого не пришло. Вроде он много подписчиков, много вообще фанатов. Со всяким бредом мы сталкивались, поржали, но потом, да, у меня были такие клиенты, от которых я получил просто очень колоссальный такой фидбэк, да, это было классно. Ну и в целом я просто рад был с Александром познакомиться и поработать, и мы до сих пор периодически что-то, он сейчас в США, он бы и рад там продолжить что-то, но у него тренировочный процесс, и он далеко. А дальше как жизнь сложится, если получится, он сказал, то продолжим. Знаешь, вот интересно, вот если вот не тату, ты бы вот чем занимался? Вот у меня есть любимый ответ на это. Если бы у бабки был мужской, первичный. Нет, ну это понятно, это типа если бы что было, знаешь, подходит. А кроме татуировок и спорта тебе что-то интересно? Прям вызывает такой интерес, что вот ты мог бы погрузиться, отдаться полностью этому? Туризм место, такое именно путешествие. Профессиональным туристом, если ну, туристом, может что-то... Ну, это, понимаешь же, это же все следствие. Я сейчас могу заработать, чтобы купить там билет куда-то, тур, там, экипировку, самому пойти, какую-то снарягу, там, не знаю. Это компенсация с детства. Вообще же в детстве ни хрена не было. Сейчас любую фигню могу купить. Я вот недавно себе купил портативную кофемашину. Здесь есть такие? Есть, да. Ты даже эти капсулы, либо молотый кофе заливаешь, кипяточек, и нагоняешь там от 8 до 18 бар, и у тебя как рожковая кофемашина выдает тебе эспрессо. Да, прикольная тема. То есть, почему бы и нет? Ну, это прикол, на самом деле. Travel-блогер или гид. Но опять же, это, видишь, привело в эту ситуацию, что я этим там уже, наверное, лет 10 занимаюсь, походами, там, какими-то восхождениями, сплавами. И я кайфую от этого. Я и людей водил, там, друзей, компании какие-то набирали. Все желающие из Инстаграма могли пойти. Я за это не брал денег. Просто хотите, пойдемте. Я вам там не коммерческий гид, никакой ответственности не несу, но в беде типа не брошу. И опять же, это... смог заработать, смог там высвободить время, пойти, поехать, куда-то полететь. На тот момент, если бы я вот так вот с 18 лет решил бы этим заниматься, не знаю. Я бы ходил там с брезентовым рюкзаком, не знаю, в ватнике, там, в берцах там, и так далее. Это же все следствие. Сейчас можно выбирать, кем бы я стал, там, не знаю. Пошел бы я секонд-хенд сейчас работать по угару, или там я действительно, там, не знаю, вложился, чтобы инвестициями. Основал какую-нибудь туристическую, да, там, фирмочку небольшую, чтобы вот устраивать. Но все равно, получается, татуировки дали, вернее, еще профессиональный подход, развитие дало свободу в целом в остальных, во всех сферах жизни. Да, деньги – это инструмент, тут по-другому никак. А есть какие-то у тебя, допустим, до сих пор на данный момент времени проекты или клиенты, которым ты отказываешь даже вот в твоей стилистике по каким-то причинам, не знаю? Осьминогов я не делаю. Почему? Боюсь их. С детства. Рисовать или... Да, я как порно видел с осьминогом, страшно. Именно татуха. А там есть вот эта модель популярная, которая там на заднице. Да не, это шутки. Слушай, не знаю, осьминогов отказываю. Реально, типа? Да. Да, если заплатят прям без разницы. Да, был прайс. Типа. Еще никто не предлагал. Как бы ребята, я есть не случаи, раз, нахуй. но 20 баксов есть 20 баксов. Не знаю, может быть, в рамках чего-то большого я с удовольствием, это знаменитый сюжет японской Шунги, где осьминог там совокупляется с японской женщиной, да? Но это чтобы во всю спину было. Потому что, мне там нужен осьминог на плечо. Я чешую люблю, не надо мне вот эти присоски, я чешую люблю, не надо. А ты такой причиной открещиваешься, что я не хочу делать одно и то же вот эти, да. Щупальца, они очень красивые. Вообще сам по себе осьминог, но я не могу. Я прям реально, я осьминог, нет. Мразь много мерзкая, лет, да. Я не боюсь осьминогов, мне вообще без разницы, просто не хочу их делать. Это как туловизм, знаешь, религия у хаски. Они просто придумали религию, им нельзя есть индейку. И туловисты – это люди, которые просто туловище лежит на диване, то есть ленивые. Это перешло в религию. Да? Я вот себе изобрел персонажа антагониста, который не хочу сделать, это осьминог.
То есть есть у тебя, короче, какой-то такой... Да. Не, ну, соответственно, мне когда пишут там что-то сделать, надпись, туда надпись, еще что-то там, я либо делегирую это на коллег в студии, либо там стилистически, если здесь никто не может, там других там, да, еще ребят. Ну, бывает такое, хочу именно вот у тебя. Я говорю, ну, я могу сделать, но это будет просто механический какой-то труд. Как бы я делаю то, что хорошо умею. Логично. Жопу рвать, да, чтобы там, не знаю, заработать. Зачем? Я вот отдам ребятам, они мне все равно денег с этого заплатят. Но все равно, наверное, комфортно себя будешь чувствовать на сеансе, если будешь делать какой-нибудь... Нет, есть стилистики, которые мне в целом нравятся, и я нормально. А ты продолжаешь бить на утрат иногда? Да. Да, какой-нибудь скандинавский там мотив, и Black могу, и Dot, и какие-то эти всякие... У меня есть там костюм сейчас наклевывается без единого контура, все точками сделан. Прикольно. Чисто по фану повеселиться тоже, такой, разнообразить да, немножко. если хочет, почему нет? Мне комфортно, интересно, почему бы и нет. Сейчас к Теборе хочу вернуться тоже. Кстати, вот да, хотел спросить, а ты же раньше занимался, а почему ты прекратил? Надо научиться паять иглы. Во-первых, понять, как их паять. Я знаю, как я брал мастер-класс. Тебори это... Нет, там не стучат, это ручной инструмент, это подковыривает, так скажем. А японский традиционный инструмент для нанесения татуировки. Это палочка какая-то, бамбуковая, металлическая, там любая, и на ней пайки игл. Они спаяны по-особому. То есть это не классический магнум, там есть своя технология. А пайка своя там у них тоже, да? Да, своя. Там есть иглы для контура, да, своеобразной формы, и все скругленные магнума, и они там несколько рядов в определенном порядке расположены, там множество всего. То есть оторвать иголку от премейда – это не true. То есть мне хочется все-таки... У меня есть коллега, который может мне напаивать, но, опять же, мне бы хотелось, конечно, самому это все делать. Просто на это все нужно время. Я все время откладываю в долгий ящик, и вот сейчас вот назревает вот это вот буря, чтобы сделать. Там надо просто еще в том, чтобы паять, надо еще самому сварганить эти инструменты. Приспособы, так скажем, которые могут иголочки там полукругом. Как раньше был паяльный куб для иголок, для магнумов, я помню, когда вот мы еще только начинали. Да, здесь ты понимаешь, ты не в два ряда, ты как магнум паяется, у тебя вот множество иголок, ты их просто разводишь, а у тебя магнум появился. А ты попробуй спаяй тройной магнум. Это как? Ну, вот в Теборе используют 3 ряда магнум. Они еще ступенечкой стоят вот так. Ничего себе. Вот, скругленные. То есть тебе нужно 3 пластинки, да, спаять там, ну, на один больше, и чтобы между ними было еще равное расстояние между иголками. Если плотно будет, это уже будет тройной флет. Это плохая идея. Ну, это прям такая, короче, сильная заморочка. Да. Прям очень энергозатратная, трудоемкая. Да. Ну, дело в том, когда ты татуировка тоже трудоемкая. Собрать стол для сеанса трудоемко, но мы уже на автомате все это делаем. Для меня это тяжелее всего. Собрать и разобрать, особенно после дня. Подожди, а вот смотрите, вот такая тема. А в чем отличие вот этой вот Тебори, или как Тебори, да, называются, да, например, это именно такой просто фанатизм? То есть... Это традиционный метод нанесения. Но там есть еще нюансы. Во-первых, да, традиция, кич так называемый, можно сказать. Это может быть экзотикой. Да, можно такой УТП тоже сделать. Экзотически. Вот сын дракона бьет палочками вам татуировку. Во-вторых, это не так больно. Вот я вот и думал, что может это типа меньше больно. И в-третьих, это ярче. Татуировка заживает ярче. И в течение жизни она ярче. Я это видел, собственно, да. Чаще традиционные мастера, они долгие сеансы не делают, потому что это достаточно сосредоточенная работа, там пару часов. Ну вот сейчас мы в Гонконге, мои девушки делали то, что Тебори, там контура сделали машинкой, там полчаса, и за 3,5 часа сделали достаточно там разноцветную классную татуировку обезьянки. Она вот сейчас вот зажила, там отшелушилась, она вот горит просто. Там белый, как сметана выглядит. Прикольно. Он белый так вколотил, что он вот прям кафель. А ты не думал просто, может быть, нанять какого-нибудь, скажем так, юного подавана, который тебе будет паять иголки, чтобы твои татуировки были... Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Да. Следующий нюанс, да, ну, сам как бы, это же тоже ритуал некий. Это тоже как тренировка, также и ты медитативный процесс. Да, ты самому попаять иголочки, подготовиться к этому, намотать это все, там в изоленту обмотать, палочку, там все.
Он у Нисака есть классное видео, как он же вообще там магнума паяет сам. Блин, это круто со стороны эстетики, да, но со стороны... Ну, времени должно быть, да, фигище просто, прям... да. Ну, сеанс дороже, времени побольше. Но это так не работает обычно. Чем дороже, тем еще меньше времени. Это некий, это эксклюзивность. То есть сделать вручную именно вот той технологии, а еще сделать так, чтобы никто не отличил, сделано ли это машинкой либо вручную, вот это, мне кажется, уже... Ну, это сверх какое-то мастерство. Пилотаж, да. Я видел такие рукава. Ты почти не... Вот по контурам немного можно понять, даже если он с этой сделан с помощью тоже палочек. Но я на видосах и вообще вживую видел такие татуировки, сделанные вручную, что ты не отличишь этот градиент. Ты тачкой сделал там с скругленными магнумами, там, не знаю, либо это вот палочками. Да, оно дольше может быть, замороченнее, но это круто. Вот апокалипсис будет, электричества не будет, как все будут делать? Кто-то Боря умеет, тот и будет тату-мастером. У меня лицензия нафиг не нужна будет. Кто умеет тыкать в человека ровно и паять иголки. Да. И паять иголки. На костре. На костре. Паяльник в костер положил, стоял, как утюги, знаешь, древние. Вот за фрихенд, вот хотелось бы узнать твое отношение вот к фрихенду. Часто ли к нему вообще прибегаешь и в каких случаях? Я чаще работаю комбинированно. То есть какие-то сложные достаточно элементы я подготавливаю заранее. Симметрия, если или там много детализации, пластичные какие-то моменты. Это экономит время в день сеанса. Потому что если я, например, рисую там рукав, занимает достаточно много времени, например, 4 часа. Вот. Башка кипит в моментах. Опять же, хочется повыпендриваться. Там многоплановость, взаимодействие с фонами, динамика, детализация, все это сам стиль, стилизация. А потом тебе это еще и контурить надо. А ты завтра приходи, не будем. То есть ты рисуешь 4-5 часов, а контуришь 3 часа. Вот это вот большой минус. Вот. Но в целом это классно, потому что можно поиграть с формами анатомии человека, с индивидуальными формами, понять, насколько ты хорош, либо не хорош. Вот. А я чаще использую комбинированные. Бывали у меня такие проекты, что прям вот с нуля, рукав, там полтела. Скорее даже вопрос настроения. И успел ли ты подготовить эскиз к сеансу? А фрихендом как? То есть ты все равно все-таки какая-то база есть уже? Ты все равно понимаешь, что человек хотел. То есть он пришел на консультацию? Ну, конечно, да. Я хочу, он задает идею. Кто-то бывает сразу с запросом. Я хочу тебе рукав фрихендом. Я говорю, а почему фрихендом? Да потому что это круто. Я такой, ладно, вот тебе эскиз. Бля, неужели... Просто иногда, представляешь, там были такие моменты, у меня какой-то был там полгода, у меня просто каждую неделю новые проекты начинать. 1, 2, это все чаще всего рукава, либо больше. Башка кипит, ты за неделю настолько уже устаешь от этого всего, что ты уже начинаешь, глаз замыливается. Ты уже какую-то вот оригинальности теряешь, про что мы, вначале говорили, что я вижу там в мэтрстве, как ты сказал. Вот, когда я чему-то учу, я нахожу те очевидные вещи, которые до этого мог уже просто замылились они также. То же самое, когда ты как робот что-то делаешь, это уже конкретно совсем штамповка. А когда ты подумаешь, что ты можешь туда использовать как новый ход, новый прием, новую анатомию. Дело случайности. То есть творчество такое, да? Да. Именно вот творчество включится. 1% творчества. Вот. И он тогда включается 1%, но на все 100. И тут, наверное, и настроение, и время, и насколько ты готов взяться за сложные какие-то моменты именно в фрихенде. Мне кажется, не каждый так вот даже фрихендит, потому что так-то надо еще тоже быть уверенным, я думаю, максимально в своих силах. Знать, понимать, да. То есть понимать именно ритмику, динамику, акценты выставлять правильно. Баланс вот этот весь, баланс. Чтобы потом в сеансе такой пойти, молодец. Вот. А сколько ты в среднем берешь, вот сейчас ты говоришь, что хочется больше подготавливаться, там, обдумывать проекты, между консультацией, идеей клиента до сеанса, какой ты тайм-аут берешь для подготовки их прям дело в очередности проектов. То есть у меня есть скорые, нужно тоже что сделать, я их готовлю к сеансу. Там, я не начинаю за 2 месяца, я готовлю за неделю. Начинаю то есть неделю за несколько дней. Бывает. Все зависит от сложности. Я могу проснуться в 5-6 утра, за 4 часа нарисовать спину, и она будет кайфовой, и мы в 11-12 утра это начнем делать. Бывает, что, конечно, ты заготовочку сделаешь заранее, за месяц, например, за пару недель.
немножко с этой идеей переспишь, там посмотришь, там отзеркалишь, посмотришь такое, либо все ок, либо ты готов что-то будешь изменять. Это просто дело еще и вкуса, как вот эти все детали тебе самому воспринимаются. А так, сейчас запись вот есть на 2,5 месяца вперед. Ну, это тоже из-за поездок, сейчас много их. И я, соответственно, по мере поступления заказов их поочередно и выполняю. То есть, в принципе, я не буду готовить сейчас эскиз, который у меня через 3 месяца, потому что мне вот завтра еще нужно новый проект делать, а его потом все логично. И, наверное, последний вопрос, с чего мы начали с тобой общение. Когда я тебе написал и попросил тебя на интервью. Да. Про искусство поговорим. Про искусство? Ну, давай. Ты сказал, что искусства нет. Я не сказал, что в целом искусства не существует. Я говорю про свои отношения. Я говорю, это мое личное мнение, что это 99% труда. Ежедневного, многолетнего труда. И то, что я что-то там вытворяю, это вот малый процент творчества у меня просыпается. Что я себя творческим абсолютно не считаю. Ремесленник, который вот благодаря вот этим практикам постоянным, практике в работе, пришел к определенному результату. А вдохновение, как ты относишься к вдохновению? Есть оно у тебя? Дисциплина есть. Я не хочу возвращаться просто в определенную точку, где не было ничего в моей жизни, либо чтобы там мои близкие так... члены семьи, да, плохо жили, например. Как у меня нет вариков вообще. У меня нет вариков, становиться хуже, прокрастинировать. Ненавижу это слово. Вот. Нет вариков. В принципе, если бы я где-нибудь был на каком-то конвейере, изо дня в день вот так пробочки делал бы там или прикручивал, наверное, выгорание могло бы случиться, да. Но типа в татуировке выгорание, я рисую каждый день по часу, у меня выгорание, я не знаю, что делать. По часу. Ты делаешь это для себя, для своего развития, вкладываешь самого себя, чтобы в дальнейшем делать крутые проекты, также организовывать себе запись, классную стоимость. Вклад делаешь в индустрию, там да, растешь. Да про вклады никто вообще, это все миф, я считаю. Кто что вкладывается, все для себя все делают, да. Кто-то за популярность, кто-то за какую-то креативность, типа вот я такой волшебный, я делаю там отпечатки котов, не знаю, еще что-то такое. Там, да, много же всяких творческих, да, по сути. И все имеет место быть. И кривые надписи, и там эти домашние татуировки, и крутые реализмы, и леттеринги, и там Япония, много всего. И традиционные стилистики. И леттеринг? Да, леттеринг, да. Знаете, новую фишку я вношу. Я же постоянно леттерингистов начал хуесосить. Не стал специально спрашивать про это. Я специально упустил это. Это ничего личного, пацаны, это просто по приколу. Все почему-то реалистов, кстати, не любят. Я не знаю, почему, на самом деле. Я просто... А ты не знаешь, да, этот прикол? Не. Агликс, блядь. Не, он выкладывал просто сторис, по-моему, то, что типа ищем мастеров на аренду в студию, там все, кроме леттерингистов, по-моему. Да, или анекдот приходит в бар реалист, леттерингист, и чувачок, который научился делать татуировку за неделю, а бармен ему говорит. Вот. Да не, на самом деле это просто прикол, потому что чаще всего леттеринг — это непонятная надпись врача. Это вообще чисто прикол. А почему реализм хуесосит? Вот мне интересно. Я не знаю. Потому что пенами они первые начали работать продолговатыми предметами. Есть такая версия? Не, я ж не знаю. Типа, что как копия считается, я не знаю. Типа творчество в этом. Творчества нет. Что типа есть фотка уже, то, что создано, и ты типа ничего не генерируешь. Типа ебашишь, генеришь и делаешь на электрическом уровне, типа, собственную работу. Но это уже какой-то нереализм. Система сломана. Тоже, нахуй. знаю, там мастер, когда как живопись это делал татуировку сразу типа, да, портрет, да, да. То есть это уже мастерство, да, именно как портрет написать и сделать. Да, сейчас принтеры есть, ты берешь, все перевел, все тени, полутени, все. Скоро цветные принтера будут стенсилы использовать, ты просто как по крестикам. Раскраска от депрессии, знаешь, что типа по номерам, да, будешь закрашивать, да, типа того. Мне нравятся реалистичные татуировки, да, я знаю, тоже и подписан на крутых татуиров. Блин, я кайфую от этого, на самом деле. Просто всегда этим восхищаются, что типа, вау,
типа, вот так реалистично это верх. похоже, да, что Ну, это это верх такой мастерства, уровень да, дилетантский а такой, создать да. с нуля, типа, эскиз, это тоже не считается, получается? Не-не-не, наоборот, Это, я- нет, там просто иногда из крайности в крайность. Реализм – это офигенно, а что-то уже там графичное, любая традиционная, это как детские Ну, когда идет такой картинки. стороны, это уже дилетантский уровень, я Ну, считаю. это да. Это уже О дилетантство. вкусах спорят кто? Безвкусные. Петух, да. Литерингисты. Литерингисты, да. Вот. Нет, на самом деле нет осьминогом, трэшпольки и нормизма. Вот. Ну что, ребята, смотрите, вот учитесь. Мне кажется, отец мотивации. Сегодня все рассказал вам, показал, Прикольно, как да, надо. пообщались. Усталость – это иллюзия. Это хуйня вообще. Да. Отличный совет для окончания интервью. Спасибо тебе огромное, Макс. Спасибо вам. Да, респект. Рады были познакомиться. Пойдем бухать.